Друзья, добрый вечер, с вами Александр Некрашевич. И сегодня я вам расскажу, покажу и поделюсь своим опытом аренды жилья в Грузии. Расскажу всю правду, да, как вот мы снимали. Это все, что я говорю, это лично мое мнение. Все, что я рассказываю сейчас, это мое мнение, которое я сформировал после года жизни в Грузии. Мадлоба. Я специально приготовил такой вот тухлый помидор. Тухлый помидор для чего? Для того, чтобы агенты недвижимости могли меня этими тухлыми помидорами кидать. Да, потому что я думаю, что сегодня в меня, и даже после просмотра этих вот самых роликов, этих самых тухлых помидоров, в меня полетит огромное количество. Потому что агентство недвижимости, которое даже есть в большом каталоге услуг Мадлоба, присутствует. Там есть и агенты, там есть и агентство недвижимости. Но я сегодня не хочу никого рекламировать. Я сегодня просто расскажу и покажу действительно наш опыт, поделюсь нашим опытом аренды недвижимости в Грузии. Мы снимали в Батуми, мы снимали в Тбилиси, мы снимали в Боржоме, мы снимали в Уреках, в Кабулете, где мы только не снимали. Живем уже здесь второй год, поэтому у нас есть чем поделиться, есть что рассказать. Я человек, который уже перешел планку 45 лет и уже большую часть сознательной жизни живу в съемных квартирах. Поэтому для меня аренда жилья – это некий системный процесс. Это процесс, который помогает мне выбирать лучший, оптимальный вариант за тот бюджет, который у меня на это дело отведен. Сегодня я расскажу вам и покажу на примере, каким стал рынок недвижимости во время пандемии, как правильно снимать дом в Тбилиси, в Батуми, в Уреках, как правильно снимать через агентство, надо ли вам вообще надо агентство, как правильно арендовать квартиру в Грузии, на что обязательно смотреть, как смотреть, да, то есть на что обращать внимание. Какая стоимость аренды сейчас, от чего она зависит. Опять же, поделюсь своим опытом аренды недвижимости в Грузии и расскажу, как правильно арендовать жилье в Грузии. Мы подойдем к таким блокам, это будут блоки вопросов, которые я буду освещать, буду рассказывать, показывать на примере. И думаю, что эта информация будет вам полезна. Опять же, хочу вас уверить, что все, что я говорю, это моя сугубо личная точка зрения. И вы можете к ней прислушиваться, а можете нет. Но если бы я это знал год назад, то это бы мне, сэкономило массу времени, массу денег и массу нервных клеток. Решать опять же вам. Я сейчас не буду рекламировать какие-то там, не знаю, агентов, агентства недвижимости, там риэлторов, какие-то дома, квартиры. Все будет без адресов, без имен, просто на примерах. Итак, помидоры приготовили. Я думаю, что если у вас есть помидоры, у меня к помидорам есть салфеточки. Я уже готов. Да? Но тем не менее, вот начнем с того, что аренда недвижимости через агентство. Мадлоба. Агентств недвижимости в Грузии огромная масса. Агентов недвижимости столько, что не пересчитать. Почему? Потому что, чтобы стать агентом, ничего, собственно говоря, и не надо. То есть вы можете в Фейсбуке мановением там пару строчек, и вот вы уже агент. Вы уже агент, который можете предлагать наивным чукотским юношам, условно, да, наивным людям, которые хотят арендовать жилье, и предлагать им различные варианты. То есть сегодня вы с утра там фитнес-тренер, в обед вы йога-мастер, а к вечеру уже в Фейсбуке вы сидите и агент недвижимости. Я тоже попал в эту удочку. То есть, сидя в теплом, удобном офисе в городе Героя Минске, я думал, что все предельно просто. Я сейчас найду агента или найду сайт, на котором есть там варианты недвижимости, и этот самый агент мне, естественно, будет предлагать, там, и мы с ним по приезду сюда, моя семья будет ездить и смотреть. То, что вы знали о рынке недвижимости, то, что вы знали об агентствах недвижимости или об агентах, будучи в России, в Украине, в Беларуси, можете в Грузии забыть. Просто забыть напрочь. Потому что здесь правда такова, что львиная доля
арендуемых помещений сдается без договора. Вы скажете, постойте, нет договора, нет разговора. Но, к сожалению, либо к счастью, это так. Здесь такое своеобразное слово купца. Здесь все на таких вот взаимословесных договорах. Поэтому многие агентства недвижимости мне заявляли, и я даже читал, я думаю, что и вы сейчас читаете в Фейсбуке, либо там в Ютубе, везде, вы там читаете, что агентства недвижимости не берут плату с вас, они берут плату, то есть комиссию платит владелец жилья. Ну, это правда, с одной стороны, но давайте будем честны. Представьте, что вы снимаете квартиру за $350, и скорее всего в эти $350, которые вам предлагает агент, уже включена комиссия самого агентства и агента. То есть если вы снимаете на год, то в принципе там $50 на 12, вот вам $600, которые вы переплачиваете агенту. Но что же вам дает этот самый агент или агентство недвижимости? Когда я начал уточнять и спрашивать, а будет ли договор, будут ли какие-то гарантии, мне сказали, ну, понимаете, возможно, скорее всего, мы постараемся. Правда такова, что если хозяин каким-то способом или каким-то образом захочет вас выселить, он вас выселит. Просто, да, то есть агентство никакой ответственности за вашу дальнейшую судьбу не несет от слова вообще. Это большое, крупное агентство. А агенты, ну, которые снуют в Фейсбуке и представляются агентами, это очень часто граждане, там, экспаты, да, которые там приходят в роли там агента, да, потому что они понимают, что русскоговорящие жители, они привыкли к таким вот услугам, что их возьмут за ручку и будут водить. Нас водили. Но для меня было шоком, вот откровенно было шоком, когда я, находясь в Минске, моя семья находилась уже в Грузии, мы договорились с агентом недвижимости, который должен был приехать повозить нас по квартирам, он просто не приехал. Она проспала. Она проспала и сказала, а давайте мы на завтра перенесем, потому что завтра там у меня больше свободного времени, и я смогу вот, то есть с этим мы попрощались. Нашли еще одну, у нее, ну, они же все обещают, у нас огромная база, там, у нас там вот это там все, у нас там и квартиры, и там таунхаусы, и дома, и все покажем, все расскажем. Будьте готовы к тому, что вам покажут 2-3 средненьких, то есть таких зависших объектов, которые хозяева бы и рады все это дело сдать, да, ну причем как бы там, опять же, ну это будет не самый вариант. Почему? Потому что вот условно, чтобы вы понимали, я дальше, ниже расскажу свой опыт, как правильно снимать, как правильно арендовать, как правильно искать это самое жилье в Грузии. Здесь все... Вот нет такого покрытия интернета. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если что-то в интернете толковое висит, то, скорее всего, его разбирают более продвинутые, желающие это все арендовать, но никак не агенты. Здесь все построено на сарафанном радио. Тут все знают, кто сдает, почем сдает. И, более того, вся атмосфера аренды недвижимости будь то Тбилиси, будь то Батуми, там, не знаю, все что угодно, она вот, в 90% случаев, она массово, да, в барахолках. Барахолках, там, не знаю, Батуми, барахолках Тбилиси, то есть такие доски объявлений в Фейсбуке. То есть вы заходите в группу Facebook, пишете там объявление, ну, там, сниму квартиру там 2-3 комнат, там, допустим, 3 комнаты, отдельные 3 комнаты, да, там, допустим, большой санузел, отдельный вход, тихо, чисто, и к вам сыпется 200-300 сообщений. То есть люди даже не читают, что вы там написали. Они просто вам пишут безбожно. Причем они пишут там в 2 часа ночи, в 3, начинают валить вас. И там нет такого формата, как вот условно, я предлагаю вам квартиру в таком-то там, по такому-то адресу, там, в таком-то доме, такая-то этажность, такая-то проходимость, вот такие-то фотографии, вот это там пам-пам-пам-пам-пам. Нет, там у вас будет диалог. Вы точно хотите снять квартиру? У меня есть квартира. У меня есть квартира, причем как бы вот фотографии. Посылают вам вместо фотографии спального места, вам посылают
полы там, да, или в ванной кафель. Причем эти люди очень часто представляются агентами недвижимости. Почему? Потому что вся их работа заключается в том, чтобы сидеть, вылавливать хорошие варианты на Фейсбуке и также ловить таких вот лопушков, как я. Да, которые там, мы не знаем, как это работает. Потому что я думал как, что я приеду и меня возьмут за ручку, как это делают там, допустим, в Москве. Ты приходишь, говоришь, тебе показывают, тебя водят, и в принципе ты даже с хозяином не общаешься, потому что у этого человека есть ключи, он показывает, рассказывает, все такое. В чем же минус агентств недвижимости? Смотрите, они в основном заточены на продажу. На продажу земельных участков, домов, квартир, да, почему? Потому что, ну, сколько они с вас возьмут, если у вас бюджет, там, допустим, $300 в месяц, вы хотите снять квартиру, у вас какие-то есть ожидания, вы им поскольку неинтересны, потому что в принципе со временем вы будете такой переборчивый, это хочу, это не хочу, вы не самый шоколадный клиент. Поэтому к вам будет отношение такое, поскольку, то есть вам просто дадут там, не знаю, адрес там вот человека, скажут, вот у человека есть там, допустим, квартира, звоните ему, скажите, вы там от Наны, условно. Да? Вы звоните человеку, потом вполне себе к вам прилетит заявка на оплату, помощи, либо этот человек, который, суть. Давайте суть. Агентства недвижимости по аренде квартир вам не нужны. Почему? Потому что вам вливают, то есть если вы поживете вот уже год в Грузии, вы будете улыбаться. Вы будете улыбаться и смотреть на лопушков, которые обращаются к этим самым агентствам недвижимости, да, вам будут заливать в уши очень красивые сказки, там, мы заключим договор, вы хотите в ларе, давайте зафиксируем в ларе, потому что доллар растет, там, да, вы хотите там в этом, возможно у нас получится, там, то есть вам будут заливать, но по факту вы получите Москву года 2014, да, 13, когда в принципе у вас на руках будет договор, который подтверждает то, что вы такой-то сняли квартиру при помощи этого агентства, и все. На этом услуги агентства заканчиваются. Ваши претензии насчет этого всего скажут, а за что вы заплатили? Вы же ничего не платите. Платит там, вроде бы платит комиссию, ложится на плечи хозяина жилья, владельца жилья. Но если разобраться, а мы в этом вопросе очень сильно разбирались, если разбираться, то вполне возможно вы найдете более интересный вариант, более подходящий для себя вариант, гораздо за меньшие деньги, вот реально, да, гораздо, и сам по себе этот агент, вы будете чувствовать себя таким обманутым лохом. Огромное количество на Фейсбуке историй, которые есть, они рассказывают о том, как было хорошо снято через агента, там, как это все хорошо, все весело и вкусно, просто потому что это либо агенты, либо друзья агентов, да. Но я знаю человек 15, которые арендуют здесь, в Грузии, жилье, и которые сейчас вот вам улыбнутся, когда вы скажете, я буду снимать через агентство. Давайте, если вы хотите себя как-то обезопасить, то просто поймите, что агентство недвижимости никаких гарантий вам не даст. И в случае, если у вас будут непонятки с арендодателем, с тем, кто вам квартиру дает, да, вас отправят в пешую долгое путешествие. Поэтому, если хотите снять себе жилье и при этом запротоколировать это все как-то на бумаге, чтобы был договор, вам нужен не агентство недвижимости или агент недвижимости, а хороший грамотный юрист, который как минимум пропишет условия, если вас выселят, там какие-то форс-мажорные, то есть который пропишет, зная все нюансы, который проверит эту квартиру, проверит этого самого владельца там, да, если вы снимаете на год, если большая квартира, либо большой дом. Все, агентство недвижимости, поставьте на нем крест, либо можете обратиться к агентству недвижимости, потом спустя полгода просто пересмотрите этот ролик, и я вас буду говорить, что я вам предупреждал про агентство недвижимости.